Привет. В этом видео покажу следующее. Состояние игры на данный момент. Установка игры. Регистрация на сервере. Установка аддонов. Команда чата. Мини-обучение по гардеробу и хаузингу. Оффлайн доступ к игре. Аддон Character Shot. Ссылки на сайт и дополнительную информацию я оставлю в описании под этим видео. Немного истории. Игру закрыли. Над оживлением трудятся два проекта. Arctium. Обещают полноценный сервер, но информации по нему нет. Nexus Forever. Они потихоньку делают эмуляторы. Один из разработчиков поднял тестовый сервер. И вот еще дополнительная информация, но она не имеет отношения к гайду, так что читайте сами. Вот что работает у Nexus Forever. Если кратко, то не стоит ждать полноценного левелинга с квестами, даджами, рейдами, гильдиями. Не стоит ждать многотысячного онлайна. Всего этого тут нет. И будет не скоро. Не спешите закрывать это видео. Игре есть что показать. Но для начала ее нужно скачать. Скачать игру можно из двух мест – сайта Arctium и Steam. Клиент сайта Arctium скачивается чуть медленнее, чем хотелось бы, но в остальном с ним проблем нет. Клиент Steam скачается быстрее, но, во-первых, установить его может только экзешник сайта Arctium. Во-вторых, игру больше нельзя добавить в библиотеку Steam. Если вы хоть раз запускали игру, то все отлично. Если аккаунт Steam новый, то примите мои соболезнования. Клиент сайта Arctium. Переходим на сайт, нажимаем сюда. Потом сюда. Скачиваем экзешник и запускаем. Вот информация по галочкам. Путь установки выбираете какой вам угодно. Нажимаете далее и ждете. Скачивается примерно за час. Клиент Steam. Если у вас есть игра в Steam, то найти ее можно в библиотеке или на странице в магазине. После скачивания идем на сайт Arctium. Нажимаем сюда и потом сюда. Скачиваем экзешник и запускаем. Вот информация по галочкам. Путь установки игры меняем на ту папку, куда скачал Steam. В моем случае я остановился на папке Common, и после выбора лаунчер автоматически дописал WildStar в конце пути. Надеюсь, понятно объяснил. Потом нажимаете далее, и игра устанавливается. После установки папку с игрой можно переместить куда угодно. Если вам нужна 32-битная версия игры, то заходим на сайт Arctium. Нажимаем Downloads, идем по этому пути. Листаем самый низ и скачиваем архив с названием 178.16.042. Внутри архива находим папку Client и переносим ее в папку с игрой. Где играть? На данный момент есть только одно место, где мы можем поиграть. Это вот этот сайт. Переходим на него. В этих полях придумываем себе логин и пароль для входа в игру. Справа от полей есть надпись You can download it here. Нажимаем на Here. и скачиваем архив. Его содержимое извлекаем в папку с игрой. После этого запускаем WildStar Game Launcher. Это ярлык, с которого вы будете запускать игру в дальнейшем. Можете выносить его на рабочий стол. Нажимаем на Set WildStar Location. Идем в папку с игрой, потом в папку Client 64. Выбираем WildStar 64 и нажимаем Открыть. Для 32-битных клиентов наводимся в папку Client и выбираем WildStar 32. После этого появится кнопка Launch WildStar. Нажимаем ее. В игре вводим свой логин и пароль, который мы создавали на сайте. Если зашло, то поздравляю. Если нет, то внимательно смотрим в правый угол игры. У вас должно быть так. Если так, то это значит, что сервер оффлайн. Если так, то запустили игру не с того ярлыка. Запускать нужно через WildStar Game Launcher. Если другая версия игры, то в начале видео я объяснял, где скачать последнюю. И вот так выглядит ошибка в логине или пароле. Для игры на сервере нужен всего один аддон – Galaxy Library. Это аддон для поиска айдишников к предметам. По ходу видео я буду часто им пользоваться, так что установка обязательна. Аддон можно скачать с сайта CurseForge. На сайте находим нужный нам аддон. Вверху справа жмем кнопку Download. Ждем 5 секунд и скачиваем архив. Для установки аддона переходим по этому пути. Создаем там папку Addons и в нее перемещаем файлы из архива. Далее заходим в игру, жмем Escape Addons. Если вы устанавливали аддоны, запущенные игрой, то нажмите Reload UI, чтобы обновить список аддонов. После находим в списке аддоны с серыми, желтыми, красными иконками и пытаемся их включить. Для этого выбираем аддон, внизу нажимаем на Change Load Rules и ставим галочку для принудительной загрузки. После нажимаем Reload UI. Команда чата. Команда, которая вводится единожды на аккаунт. Для разблокировки слотов персонажей, слотов гардероба, открытия Чего воина, Аурина инженера и команда для открытия всех красок в гардеробе. Команда на персонажа. Команда на уровень, платину, реноун, сумки инвентаря и маунтов. Для получения списка всех команд вводим в чате восклицательный знак Help.
Не пугаемся большого списка, часть команд тут для админов. Если хотим получить больше информации по определенной команде, то вводим help плюс название команды и получаем список подкоманд и их описание. Команда door имеет две подкоманды на открытие и закрытие дверей. У меня получилось закрыть дверь в Northern Wales, Вилдеране и Эливаре. Больше дверей я не искал. Эта команда не открывает двери в рейдах, данжах, хаузинге, адвенчурах, экспедициях и так далее. Только открытый мир. Команда Go используется для быстрого телепорта. Если хотим попасть в Ilium, то пишем Go Ilium. Если хотим попасть в Tide, то пишем Go Tide. И вот что получилось при прыжках на другие локации. Показываю один раз. Кстати, этот прыжок сломал мне камеру. Думаю, этому можно найти применение. House – команда для доступа к дому. House Teleport переносит вас в ваш дом. House Teleport – имя персонажа переносит в дом выбранного персонажа. Item – команда для добавления предметов в инвентарь. Порядок действия такой. В аддоне Galaxy Library находим нужный предмет. Слева от названия предмета написан ID-шник. В чате пишем item add и ID предмета. Если хотим получить несколько предметов, то в конце дописываем нужное нам число. Если вдруг вы теряетесь во вкладках аддона, то вот картинка, которая поможет с навигацией. Команда log или location пишет в чат текущие координаты персонажа. Modify – команда для смены облика. Для этой команды нужен файл Creature to Display Info. Чуть попозже я объясню, где его достать. Порядок действий такой. В файле Creature to Display Info находим существо, в которое хотим превратиться, и копируем ID. В игре в чате пишем Modify, Display Info и вставляем ID. В этой команде важно соблюдать регистр, то есть если напишите info с маленькой буквы, то она не сработает. Для сброса облика нужно перезайти на персонажа. Имена существ можно найти в меню Collectibles. Вот так существа подписаны в архивах игры. То есть можете взять любое имя с картинки и попытаться найти в гугле. Для примера, вот так выглядит Саксиан. Pass – команда управления путями. Чтобы добавить путь, пишем Pass Unlock и ID. Чтобы активировать нужный путь, пишем Pass Activate и ID. Чтобы добавить опыт до текущего пути, пишем Path Add XP и количество. Вот ID-шники путей. Квест. Это не самая работающая команда, поэтому давайте поступим так. Если вы не можете взять квест у NPC, то идете на сайт Jabit Hall. Вводите там название квеста в поиск. В ссылке на странице квеста будет написан ID. Далее в игре пишите квест Add и вставляете ID. После этого квест добавляется. Дальше вы пытаетесь выполнить квест естественным путем. Если это не получается сделать, то пишите квест Achieve и добавляете ID квеста. Если квест выполнился, то переходите к следующему. Если вы написали квест Achieve и квест не выполнился, то вы забиваете на этот квест и переходите к следующему. Для начала я рекомендую выполнить квесты локации Целестион. Мне удалось выполнить там все квесты на этом маршруте, за исключением этих двух. И еще смотрите, не всегда квест можно будет сдать и принять через коммуникатор. Иногда придется бежать к NPC. И не всегда на локации будет стоять NPC для сдачи квеста. Это все может выглядеть как извращение, но определенное удовольствие от этого можно получить. Плюс во время выполнения квестов вы можете читать журналы. И также слушать Дата Кубы. Spell – команда для каста скиллов. Spell Add – пытается добавить скилл в окно умений. Spellcast – пытается скастовать скилл без добавления в окно умений. ID-шники к скиллам можно найти в файле Spell for Base. Смотрите, большинство скиллов тупо не добавляются и не кастуются. Иногда персонаж может зависнуть в касте скилла и приходится перезаходить. И, как можете заметить, боевая система тоже не работает. Ну, то есть частично она работает, не так ли? Телепорт. Команда для перемещения по координатам. Координаты ищем в этой Google таблице. В ней находим локацию, в которую хотим попасть. Копируем координаты и вставляем в чат. Имена локации вы можете найти на карте мира. В меню на кнопке N есть название экспедиций, адвенчур, данжей, World Story, батлграундов. И вот название рейдов. В дополнение ко всему, раз в час вы можете использовать ракету под миникартой и с ее помощью улететь куда угодно. Кулдаун на данный момент нельзя сбросить, поэтому только раз в час.
Файлы для команд Modify и Spell скачиваются с сайта Arctium. Переходим на сайт, жмем Downloads, переходим по этому пути. Скачиваем архив. Из него нам нужно всего два файла. Creature to Display Info и Spell for Base. Их можно перетащить в браузер и использовать Ctrl-F для поиска. И переместить эти два файла в папку с игрой, чтобы не потерять. Итак, я могу представить, что большинство из вас, скорее всего, очень давно не играли в игру, и поначалу вы будете плыть во всем, не знать, что делать, куда жать, будете не знать, куда тыкать в интерфейсе и так далее. Поэтому я решил записать этот мини-гайд. Обучение, руководство, называйте как хотите. При первом заходе в игру вас встретит окно приветствия. Мне оно в край надоело, поэтому я иду в аддоны, ищу там аддон с названием Welcome Window и выключаю. Нажимаю Reload UI. Больше оно меня не побеспокоит. Только будьте внимательны, с выключением этого аддона пропадает таймер смены персонажа. Просто я так около года бегал и понять не мог, почему персонажи так долго меняются. Не буду скрывать, в тайде у меня может подлагивать. Поэтому я открываю окно с макросами и улетаю за пределы карты. Вторым макросом я прокачиваю себе уровень. Добавляю платины и сумки. В данном случае макросы спасают меня от надобности запоминать айдишники и координаты. Можете записать туда часто используемые команды, чтобы не душиться с чатом. Далее я на кнопку I открываю инвентарь и правой кнопкой мышки активирую сумки. Мне нужен костюм, а значит я захожу в аддон Galaxy Library и ищу его. Для примера я добавлю себе рейдовый костюм инженера. Он находится во вкладке Heavy Armor. Я помню, что он имеет оранжевое качество. И еще я помню, что он находится в самом низу. И также он имеет название из двух слов. Это особенность всех рейдовых костюмов. И вот я его нашел. Через команду Item добавляю себе весь сет в инвентарь. После ищу себе оружие. Вкладка с оружием находится в самом низу. Мне нужна вкладка с псиблейдами, поскольку я эспер. Выбираю первое оружие, которое мне понравится, и тоже добавляю. Теперь захожу в инвентарь. Нажимаю правой кнопкой по псиблейду и экипирую его. Далее я понимаю, что не могу экипировать этот костюм, поскольку я эспер. Для этого случая в игре есть система гардероба. Открываю меню и выбираю там Hall Wardrobe. Нажимаю на Unlock Costume Parts и поочередно открываю все части костюма. После слева вверху выбираю костюм номер 1. Кликаю на иконки оружия, шлема, плеч, торса, штанов и ступней. И в каждой выбираю желаемую часть костюма. Покраска костюма осуществляется через квадратики слева. Все краски были натыканы мной наугад. После того, как мне надоело, я внизу справа оплачиваю цену за покраску и проверяю своего персонажа. На записи видео я забыл про слот оружия, поэтому выбираю Psiblade и обновляю костюм. Теперь мне нужен питомец. В аддоне нажимаю на вкладку Pet и там нахожу питомца, который мне по душе. Добавляю его через команду Item. Перехожу в инвентарь и активирую. После перехожу в окно Collectibles во вкладку Pet и призываю его. И остался только Mount. Айдишники к маунту можно найти в этой таблице, либо в аддоне во вкладке Mount. Я остановил свой выбор на блестящем котенке. Через команду Item добавляю сам ховерборд и все обвесы на него. В инвентаре поочередно активирую каждую часть правой кнопкой мыши. Теперь перехожу в меню Collectibles, нахожу маунты и применяю все обвесы. После нажимаю на Z и проверяю. Я полностью наряжен и поэтому готов вернуться обратно в свой город. В чате ложу Gold Tide и перемещаюсь. Оказавшись в городе, добираюсь до центра. Там выбираю хороший ракурс, нажимаю Alt-Z, чтобы скрыть интерфейс. После нажимаю Print Screen, чтобы сделать скриншот. Скриншоты сохраняются вот в эту папку. Не знаю, как будет у вас, но у меня на Print Screen вылезала эта ерунда, которая вообще должна быть на комбинации Windows Shift S. И мне пришлось в настройках винды отключать эту функцию. И еще я хотел показать, что делать со стенами в подземельях. В таблице еще Datascape, копирую координаты и перемещаюсь. Тут много чего не прогружается, но меня это сейчас мало волнует. Чуть продвинувшись вперед, мне встречает стена. Чтобы ее преодолеть, я встаю за несколько метров перед ней и пишу команду log. Подхожу в упор и пишу опять. Потом рассчитываю координаты для прыжка и прописываю их в команду для телепорта. Координате X я добавил примерно 16 единиц. Вторая координата Y отвечает за высоту. В моих интересах добавить к ней несколько единиц, иначе я рискую улететь по текстуру после телепорта. Координату Z не меняю. Айдишник локации в данном случае можно не писать, поскольку я уже нахожусь в этой локации. Поскольку комната оказалась пустой, то в качестве ролеплея я превратился в босса, занял спот и стал ждать рейдеров. Чтобы узнать онлайн на сервере, я в чате пишу /who. Меня тут никто не найдет. Поэтому переходим к хаузингу. Начнем с верхней панельки. Первая менюшка. Отвечает за центральный дом и фабкиты. Если дом я могу просто поставить,
то фабкиты придется добавлять вручную. Захожу в аддон, в вкладке хаузинга ищу Love Party FabKit, добавляю через команду Item. После меню фабкитов нахожу его и ставлю. Вторая менюшка сверху. Первые 4 вкладки бесполезны, поскольку мы не можем попасть внутрь дома. Пятая вкладка отвечает за небо в доме. Если что-то не можете купить, то можете использовать Alt-Z как временное решение. Шестая вкладка. Изменение музыки в доме. Седьмая вкладка. Изменение земли в доме. Третья менюшка сверху. Инвентарь дома. Один из способов добавить туда предмет – это через команду Item. В аддоне ищу Аурина дверь, добавляю в инвентарь. Активирую правой кнопкой, и она добавляется в инвентарь дома. Второй способ добавить предмет – через четвертую менюшку сверху. И именно для этого меню нужна была валюта Renown. В ней я ищу стул, покупаю и проверяю инвентарь дома. Стул добавился. Разместить его можно правой кнопкой мышки. Также его можно покрутить, изменить размер. В другой менюшке можно покрутить по осям и так далее. Шестая менюшка – список размещенного декора. И последняя менюшка – режим редактирования. Команда House Decor Add позволяет добавить предметы напрямую в инвентарь дома. Проблема с ней в том, что айдишники из Galaxy Library не подходят для нее. Вот 3 варианта найти нужные айдишники. Команда House Decor Lookup. В чате ввожу House Decor Lookup Door, и мне выписывает имена всех дверей. Нужная мне дверь имеет ID 1968. Теперь я ввожу House Decor Add 1968, и дверь добавляется в инвентарь дома. Если в конце команды дописать число, то добавится несколько предметов. Для второго варианта нужно установить аддон Katia Builder Toolkit. Но чтобы его включить, нужно в чате написать /Katia. В аддоне выбираем Decor Shopper. Нажимаем на кнопку Scan. И после вводим название предмета. Айдишник нужного мне предмета 3194. Третий вариант. Вот эта таблица. В ней выписан весь декор и комментарии к нему. Тут я ищу панельку для телепортации. Ее айдишник 3415. Что не работает в доме? Телепорт. Вы тут застряли навсегда. Шучу. Вендор слева от телепорта. Фабкиты. В данный момент представляют из себя просто декорацию. Центральный дом. В него нельзя попасть. NPC. Я, конечно, пытаюсь покрутить, увеличить, но ничего не происходит. Стулья. Это не самая большая потеря, так как можно использовать команду /seat. Панелька телепортации тоже не подает признаков жизни. Двери. Напомню, что командой Door их не открыть. Комьюнити. Это дом, состоящий из 5 участков. Но не расстраивайтесь. Даже с таким функционалом люди умудряются строить целые замки. Сверху есть кнопка для посещения других домов. Можете попрыгать и посмотреть. После рестарта сервера ваш дом и все размещенные предметы может развернуть примерно таким образом. Чтобы вернуть все назад, нужно передвинуть один предмет или перекрасить его. У меня такого бага никогда не было, поэтому могу ошибаться. Оффлайн доступ к игре. На сайте Arctium есть 3 сэндбокса. Они позволяют зайти в игру без интернета. Через них вы можете просто побегать по миру и посетить некоторые недоступные локации. На сайте Arctium жмем сюда. Там выбираем сэндбокс версии 1.7. Этот сэндбокс ставится на последнюю версию игры. Содержимое архива извлекаем в папку с игрой. После запускаем Arctium WildStar Sandbox. Потом запускаем WildStar Launcher. Нажимаем кнопку Launch WildStar. В игре вводим такой логин и пароль. При создании персонажа выбираем уровень новичок. Если выберете ветерана, то вас выкинет из игры. Move Speed. Изменение скорости бега. Значение от 1 до 10. Jump Height. Высота прыжка. Чем больше цифры, тем выше прыжок. Gravity. Управление гравитацией. Назначение 0. Персонаж парит в воздухе. Назначение -1. Персонаж улетает в небо. Назначение 1. Персонаж стремится к земле. Также в команде можно использовать дробные значения. То есть можно зависеть над локацией и сделать скриншот для красоты. Clear Equip. Убирает всю экипировку с персонажа. Item. Добавляет предметы на персонажа. Теле. Команда для перемещения. Morph. Команда для смены облика. Кстати, тут я без понятия, как ее скидывать. В этой версии игры вы можете посетить локацию Hallown Ring. Муркмайер. Дредмур. Мурмур. На сайте Arctium есть другие версии игры и сэндбокс к ним. Наверное, не слишком удобно скачивать такие объемы через браузер, но альтернативы нет. Если вы хотите посетить локацию Караус, то вам нужна эта версия игры и этот сэндбокс. После создания персонажа вы сразу появляетесь в Караусе. Больше добавить нечего. Но разве что мне очень нравятся эти часы в углу экрана. Бета-версия игры. Столицы тут выглядят иначе.
Возле Муркмайера и Дартмура стоят очень высокие стены. Не знаю зачем. И еще я тут нашел эту зону. Насколько понял, это туториал. Я не играл на этой версии игры, поэтому не знаю, куда тут идти. Координаты для телепорта я оставлю в описании. Перед запуском этого сэндбокса прочтите файл readme. Там нужно дописать строчку в одном файле. Иначе вы получите такую ошибку. Add-on Character Shot. И без лишних слов, первая вкладка. В ней можно написать номер анимации для проигрывания. Изменить скорость проигрывания анимации. Поставить анимацию на паузу и покадрово промотать. Еще тут есть кнопка для проигрывания анимации разговора. Вторая вкладка. Список анимаций. Список большой, и, к сожалению, не все анимации проигрываются. Могу лишь предложить выписывать понравившиеся анимации в блокнотик. Третья вкладка. Изменение внешности персонажа. Думаю, в пояснении не нуждается. Четвертая вкладка. Начнем с камеры. Vapor Doll. Самая дальняя камера из всех и ваш лучший выбор. Портрет. Портрет персонажа. Таргет. Камера выбранной цели. Датахрон. Камера по пояс. Камеры с названием Armor работают только на людях. С остальными камерами я не разобрался. Creature. Это бесполезное поле, поскольку я не знаю, откуда для него брать айдишники. Либо тыкайте на стрелочки, либо используйте команду Modify. Equip Item. Добавляет предметы на персонажа. Или можно просто перетянуть предметы из инвентаря. Set to Target. Переносит выбранную цель в окно аддона. Эта кнопка отвечает за экипировку оружия. Background Color. Смена фона. Пятая вкладка просто 3 камеры. Справа вверху есть кнопка полноэкранного режима и кнопка выхода из аддона. Можете бегать по миру и засовывать NPC в аддон, менять им одежду или проигрывать анимации. Либо можете делать скриншот, закинуть фоторедактор, убрать фон и так далее. Либо можете записать видео, закинуть в видеоредактор, убрать фон и тоже куда-нибудь вставить. This is not okay. This needs to stop now.